Внутри человека существует изумительная субстанция с названием мозг. За счет напитанного мозга человек живет эту жизнь. Все, что мы потом увидим в этом мире, зарегистрируем в этом мире, сделаем в этом мире, зависит от возраста с 5 до 10 лет. И задача лунного времени – работать с нашими именами, работать с информосредой и информоструктурами. Планетарное время работает с нашим телом, и мозг в 21 год подает импульс. Все время принято, тело готово, можно шествовать по этой планете. Время. Откуда оно берется, как его взять, почему мне удалось это сделать, и как удалось сделать следующий шаг за ноосферу, сконцентрировать время, загустить время, передать время людям и научить людей этим временем пользоваться. Люди очень много говорили, количество информации нарастало лавиной. Сейчас человек в своей жизни гораздо больше тратит времени на информацию. Это постоянные звонки, постоянные связи, постоянные интернет-справочки и так далее. То есть у человека нарастает огромное количество слоя, который называется информослоем. И как материя, которая состоит из молекул, атомов, электронов, протонов, кварков, нейтронов и так далее, мне удалось создать ритмы из слов ровно такие же. У меня есть ритмы огромные, как молекулы, которые притягивают разные вещества. Есть ритмы, которые маленькие, как электрончики, но они дают людям заряд энергии. Есть ритмы, которые, как протоны, как бы не трогают человека, но тем не менее они дают ему запас прочности, основательности и некого спокойствия. И долгие эти годы я работала над словами. Первое мое кредо было, это все слова должны идти в позитив. Информация должна быть бесконфликтной. А значит, мне нужно было развесить огромное количество информозанавесок в плюс. Красивые слова, правильным образом сотканные, это как полотно покрывало, которым я укрывала эту планету. Для этого я совершила огромное количество экспедиций. И на Северный полюс, и на Южный полюс, и вокруг экватора облетела Землю, и по меридиану облетела Землю. И каждый раз со своими спутниками делала одно и то же. Укрывала Землю полотном любви и полотном этой материи, которая абсолютная реальность и хранится в ритмах. И затем эти ритмы передавала людям. Итак, взять время может только человек на этой планете. Человек – вертикальное существо. Внутри человека существует изумительная субстанция с названием мозг. У мозга есть 4 желудочка. Каждый желудочек питается временем. Время, оно сначала подключается к человеку, в момент рождения он его приносит с собой, а потом за счет напитанного мозга человек живет эту жизнь, решает свои задачи и проходит тот или иной путь, достигает тех или иных целей. Первый желудочек мозга наполняется от 0 до 5 лет. Это время называется звездным. Поэтому младенцы смотрят из своих люлек на нас этими вселенскими глазами.
мы в их глаза смотрим, как в некую бездную глубину, и понимаем, что они принесли с собой что-то новое на эту землю, чего не было до сих пор. Каждый младенец нам пытается что-то рассказать, но мы слабо понимаем этот язык, а тело у него еще не сформировано, желудочек мозга для тела еще не включился. И так через 5 лет отключается звездное время. Что человек успел получить за эти 5 лет, то и раскроет его суть. И, конечно, за каждым ребенком есть смысл наблюдать от 0 до 5 лет, записывать его знаки, которые он нам посылает изо всех своих сил. То, что мы можем услышать, увидеть, во всяком случае, вобрать в свое материнское сердце и отцовское сердце. Следующие 5 лет, солнечное время, от 5 до 10 лет раскрывается следующий желудочек мозга. Мозг у нас растет постепенно, и в этот желудочек поступает солнечное время. Солнечное время позволяет создать «я» или «сознание». И все, что мы потом увидим в этом мире, зарегистрируем в этом мире, сделаем в этом мире, зависит от возраста с 5 до 10 лет. Поэтому, анализируя этот возраст, можно сделать о себе огромные выводы. Дальше только развертка нашего сознания и нашего «я», и восприятие себя как личности. Следующие 5 лет, от 10 до 15, подключается лунное время. И задача лунного времени – работать с нашими именами, работать с информосредой и информоструктурами. Сколько мы здесь получили времени, как раскрылся наш лепесточек мозга, ровно так мы затем будем себя чувствовать в информации и столько усвоим разных информотехнологий, которые будут нам близки. Следующее время называется планетарным. Оно включается и подключает последний желудочек мозга от 15 до 20 лет. Планетарное время работает с нашим телом, и мозг в 21 год подает импульс. Все время принято, тело готово, можно шествовать по этой планете в виде разума типа человеческий, осознавать все происходящее и помнить о своей сути. Итак, после 21 года время в обычном плане не поступает в наш мозг. Поэтому в обычной пространственной жизни после 21 года человек только разворачивает телом, именем, эго-я и сутью то, что в него было вложено. За 20-21 год зависит от високосных годов и от того, насколько хорошо занимались данным человеком.